Делать маскарпоне самим или купить готовый – исключительно ваш выбор. Но раз уж вы тут, полагаю, можно приступать к приготовлению. Поехали! Делать что-то из чего-то – отличное изобретение, правда? Ну, выручало ж последние так лет 60. Но на дворе скоро 2020-й. Пора бы уже научиться отделять зерна от плевел. Хотя бы в информационном плане. А потому никаких сметанов, кефиров, молока. С ними вы получите что угодно, только не маскарпоне. Для любителей и так сойдет, ну тогда купите творожную массу и не морочьте себе головой. Сливки. Минимум 33% жирности. Переливаем 1 литр сливок в кастрюльку с толстым дном. Если такой нет, плохо. Пора бы уже заиметь. Ставим ее на средний огонь, спокойно помешиваем деревянной ложкой или венчиком. Задача – довести сливки до начала кипения, но не кипятить. Можно делать с термометром, конечно, не больше 85 градусов по Цельсию, но у кого он есть? У меня есть, но я буду с вами солидарен. Пока не начало закипать, подготовьте 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Если используете сок из бутылки, то заранее достаньте его из холодильника, он должен быть комнатной температуры. Как только начались маленькие пузырики, черти шо, бульбашки в общем, по краям кастрюли, сразу огонь ниже среднего. Кипеть не должно. Для проверки можно использовать ложку. Что-то там должно стекать, какой-то след. Я понятия не имею, как это работает. Серьезно. По мне, либо мы используем термометр, либо не морочим никому голову с этими следами. Вливаем, в общем, постепенно лимонный сок. Смотрите, не ляпните, как я. И дальше в одном направлении медленно перемешиваем. Поменяйте направление, будете прокляты. Помешаем так несколько минут, пока не начнется разделение на крупинки. Убираем кастрюльку с огня и можем поставить ее сразу же в ледяную воду. Ну, чтобы сливки остыли. Или перелейте в другую миску. Так будет быстрее, но мне лень потом мыть 2. Затем берем сито или дуршлаг, миску и стерильную марлю, сложенную раза в 3-4. Переливаем нашу остывшую смесь, затем накрываем крышкой и в холодильник 6-8 часов минимум, лучше на ночь. Вы ж не встаете в 4-5 утра. Чтобы затем, откинув крышку, мы увидели вот это. Вот это и есть маскарпоне. Разница между ними и сливочным сыром для суши в том, что второй делается из молока, хоть и содержит слово сливки в названии. Кстати, его мы тоже готовили. Вот выпуск. Я там в красивой белой рубашке. Ссылку дам в описании. Маскарпоне храните в холодильнике не более 5 дней. Оптимально использовать на 1-2. Что из него делать, вы и так знаете. Итальянская классика, которая никогда не потеряет актуальности. Домашняя, семейная тирамису. Ссылка есть в описании. Увидимся.